Сейчас начинается новая эра. Не на Земле, а на Луне. Лунная гонка только стартует, и она очень похожа на освоение Клондайка или Дикого Запада. Уже сегодня мы слышим первые шаги колонизаторов. И через 10 лет все может измениться. Добро пожаловать в лунный Клондайк или Дикий Запад. Любая аналогия будет верной. Когда-то Колумб пересек океан, и началась новая эпоха. Сегодня происходит то же самое. Только если Колумбу пришлось пересечь океан, то сейчас океан – это космос. В чем-то ему было даже труднее. Если Христофор Колумб добирался до Америки больше месяца, то до Луны лететь дня 3 от силы. Золото, золото, золото. Двигатель прогресса. Как ни странно, на Луне оно тоже вполне может быть. Как и платина, кстати. Но, по мнению ученых, оно там в основном метеоритного происхождения. То есть, благодаря тому, что на Луне нет атмосферы, все, что падает, не сгорает в воздухе, а просто шлепается на поверхность и лежит там под открытым небом. Надо полагать, за миллиарды лет много чего нападало. Кстати говоря, в наш век научно-технического прогресса огромное значение может иметь добыча редкоземельных элементов на Луне, которые там есть, и не только метеоритного происхождения. Ученые находили в лунных образцах, доставленных миссиями Аполло и советскими Луна-16, Луна-20, следы многих редкоземельных элементов. Лунные редкоземельные элементы также образовались в древней лаве, когда Луна была еще горячей. Особенно много их в океанах застывшей лавы. Это такие темные участки поверхности, которые видимы даже с Земли, как лунные моря. В некоторых породах, например, концентрация редкоземельных металлов в несколько раз выше, чем в земных гранитах. Кроме того, вопросы экологии при добыче этих элементов на Луне просто не существуют. От слова совсем. При правильной переработке и транспортировке, о чем пойдет речь чуть позже, это может быть новая золотая лихорадка, или редкоземельная, или иридиевая. Назовите как хотите. Кстати, иридий – это металл, который редок на Земле и применяется в микроэлектронике и везде, где требуется металл с высокой температурой плавления. А она у иридия почти 2500 градусов. Кроме металлов и редкоземельных элементов, на поверхности Луны за миллиарды лет осел гелий-3. Это редкий изотоп, почти отсутствующий на Земле. Этот изотоп может стать идеальным топливом для будущих термоядерных реакторов. Он дает огромное количество энергии без опасных радиоактивных отходов. Промышленный термоядерный реактор пока еще не создан, но по прогнозам он появится уже в течение 20-30 лет. Во всяком случае, до конца этого века. Кстати, стартап Интерлун уже разрабатывает технологии добычи гелия-3 прямо на Луне. Их цель – построить пилотную установку до конца 2028 года. Так вот, этот стартап планирует добывать до нескольких килограммов гелия-3 ежегодно. И этого достаточно, чтобы генерировать электричество для огромного города, например, для Токио, в течение года и, может быть, даже 2 лет. Если им это удастся, этому стартапу, человечество может получить почти бесплатный источник энергии, и новая энергетическая эпоха начнется именно с Луны. Хочется добавить ко всему вышесказанному, что Луна очень богата алюминием.
титаном, железом, кремнием, то есть материалами, из которых можно строить заводы и купола базы прямо на месте. Это делает возможным использовать то, что есть под ногами, без дорогих поставок с Земли. Но главная ценность Луны, на наш взгляд, заключается в том, что в будущем она станет стартовой площадкой для межпланетных космических экспедиций. Сила тяжести в 6 раз меньше земной и полное отсутствие атмосферы – это же просто идеальные условия для запуска гигантских сверхтяжелых космических кораблей, которые с Земли просто не смогут взлететь. В 1980-х годах инженеры предложили идею электромагнитной катапульты Mass Driver. Это гигантский рельс, по которому груз разгоняется электромагнитным импульсом и буквально выстреливается в космос. Для запуска с Луны достаточно 2,4 км в секунду, и космический корабль уже выходит на орбиту. Современные проекты, например, китайская концепция магнитного ускорителя от 2024 года, показывает, что такие катапульты можно строить из лунных материалов и питать даже солнечной энергией. Это открывает дорогу космической логистике нового типа. Дешевле, быстрее, безопаснее. Так вот, программа Артемида, Артемис от НАСА – это начало освоения Луны. Артемида – это сестра бога Аполлона, в честь которого назывались миссии 1960-х годов. Этот проект стартовал в 2017 году, и его цель – отправить людей на Луну, построить там постоянную базу и использовать Луну как стартовую площадку для миссий на Марс. Первая фаза проекта Артемида-1, 2022 год. Беспилотный испытательный полет вокруг Луны. Он прошел успешно. Корабль «Орион» облетел Луну и вернулся на Землю. Вторая фаза Артемида-2 ожидается в 2026 году. Первый пилотируемый облет Луны с 4 космонавтами. Это будет первая миссия людей за пределы земной орбиты за более чем 50 лет. И, наконец, третья фаза Артемида-3 планируется на 2028 год. Историческая посадка человека на южный полюс Луны. По задумке, в составе экспедиции будет первая женщина, которая высадится на поверхность Луны. А дальше Артемида-4 и Артемида-5 – это создание орбитальной станции Gateway и первой постоянной базы на поверхности. Все это будет иметь огромное значение в будущем. Энергетика, наука, ресурсы, инфраструктура. И, возможно, даже появится новая экономика, лунная экономика. И все это стартует именно сейчас. Почему? Да потому что наши технологии уже достигли необходимого уровня. Ракеты становятся многоразовыми, роботы автономными, а технологии дешевле. Колонизация Луны уже не фантастика, а реальность, в которой мы живем. Но прежде чем начать строить лунные города, нужно решить главный вопрос: а где именно? Так вот, на Луне есть горы, кратеры, равнины, и условия везде очень разные. Средняя температура ночью падает до минус 170 по Цельсию, а днем поднимается до плюс 120 по Цельсию. Поэтому выбирать место для первой базы нужно предельно осторожно. Сегодня почти все космические агентства сходятся на том, что самое перспективное место на Луне – это Южный полюс. Там, в глубинах кратеров, куда никогда не падает солнечный свет, ученые обнаружили много льда. Его можно будет использовать для питьевой воды и для получения кислорода и водорода.
А вот края кратера Шеклтон постоянно освещаются солнцем. Там можно будет на первое время установить солнечные панели и получать электроэнергию круглосуточно. Неподалеку находится массив Малаперт. Высокая точка с постоянной видимостью Земли. Идеально для ретрансляторов и обсерваторий для связи с Землей. Так вот именно туда, на южный полюс Луны, будет отправлена миссия Артемида-3, запланированная на 2028 год. Первые модули для строительства базы доставят на Южный полюс уже во время миссии Артемида-3. Это будут герметические купола и лаборатории из легких материалов, которые потом дополнительно покроют слоем реголита для защиты от радиации. Позже на их месте вырастут целые поселки, напечатанные 3D-принтерами из местного грунта, с куполами из лунного стекла, солнечными батареями на вершинах и ангарами для катапульт и буровых установок. На краях кратера Шелтона температуры похожи на земные. От минус 50 градусов до плюс 20. Там можно будет начать строить первые купола поселков. Впоследствии можно будет начать поиск специальных пещер на Луне, которые называются лавовыми трубками. Температура в этих пещерах практически постоянно около минус 20 градусов. Если такую пещеру загерметизировать и отапливать, то это будет идеальное место для строительства лунного города. Лучшего места просто не придумаешь. Лунный реголит полностью защитит от радиации. Идеально было бы найти такие пещеры, конечно, как можно ближе к Южному полюсу. Но, к сожалению, пока что все найденные реголитовые трубки располагаются в районе экватора. По традиции мы всегда рассматриваем, как могут измениться переселенцы Земли и их потомки. Но в случае Луны это не так актуально. И вот почему. С развитием технологий Луна уже не будет каким-то отдаленным, непостижимым местом. Несколько дней полета – это же как путешествие в Антарктиду. Вот, кстати, удачный пример Антарктида. Мы уже имеем там станции поселения. Но весь персонал там временный, который работает вахтовым методом. Никто не остается там жить постоянно и не основывает поселений. С Луной же еще сложнее, потому что тело постоянного жителя Луны настолько изменится под действием низкой гравитации, которая в 6 раз ниже земной, что появление на Земле будет для него гигантским стрессом. Даже сейчас, перелетая, скажем, из Азии в Америку, путешественники должны несколько дней адаптироваться просто из-за смены часового пояса. А путешествие жителя Луны на Землю будет, это как, например, вот вам внезапно навесить на тело груду гантелей общим весом полтонны. Представляете себе? Поэтому массового переселения на Луну явно не предвидится. Но, вероятно, какая-то маленькая популяция постоянных жителей Луны возникнет в любом случае, как в маленьких арктических поселках. В космопортах Земли в будущем, вероятно, как-то будут решать проблемы путешественников из миров с разной гравитацией. Например, появятся прокаты экзоскелетов. Так же, как вы сейчас можете взять автомобиль на прокат в аэропорту, точно так же будут доступны и экзоскелеты для туристов с Марса, Титана и Луны. Хорошо. Это было небольшое отступление от нашей главной темы. Надвигающая золотая или иридиевая или какая-то еще лихорадка на Луне. Пока мы можем только предполагать, но несомненно, что лунная геологическая разведка в ближайшие десятилетия еще принесет нам такие сюрпризы, что мы просто ахнем, даже не сомневайтесь в этом. Пока же давайте посмотрим, что мы имеем уже сейчас.
Цены на некоторые редкоземельные элементы сейчас выше $100 за килограмм. Возьмем, к примеру, Европе. Цена за килограмм в Европе от $300 и выше. Этот элемент широко используется в электронике, в ядерной промышленности и производстве лазерной техники. А цены на некоторые металлы, которые мы уже упоминали, иридий или осмий, достигают десятки тысяч долларов за килограмм. И даже сотни в случае с иридием. На иридий, в частности, существует стабильный и значительный промышленный спрос, который постоянно растет. Без него не обходится производство высокотехнологичной продукции, например, экранов для смартфонов или LED-освещения. Причем поймите, когда мы слышим о стоимости космических перевозок, в голове сразу возникают картины массивных ракет, тяжело и дорого поднимающихся в Земли в клубах дыма и огня. В случае же с Луной этого просто не будет. Нам не надо поднимать ракеты с Земли. Нам всего лишь нужно принять падающие с неба контейнеры, запущенные электромагнитной катапультой с поверхности Луны. Это же намного дешевле. По расчетам, стоимость такой перевозки может быть до $50 за килограмм. Сравните это с ценами на лунное сырье, которые мы уже приводили. И вы поймете, что это новая золотая лихорадка, которая не за горами. Если вы согласны с тем, что Луна реально может стать клондайком 21 века, поставьте, пожалуйста, лайк. Если нет, то напишите почему. Ваше мнение по этому вопросу будет интересно всем.